Привет, друзья! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня мы скажем пару слов про вариаторы Бургманов 650. Потому что сезон уже начался, и у нас в ремонт внезапно приехало 4 штуки подряд. Хотя за последний месяц мы вариаторов особо сильно не касались. Но перед этим я хочу сделать маленькое объявление, которое важно тем, кто хочет приехать к нам в сервис. Первое, еще раз, в 100-й раз повторяю, пожалуйста, если вы хотите ко мне на обслуживание, под видео, либо в описании, либо в закрепленном комментарии вы можете найти ссылочку, там есть мой номер телефона, и можно прямо ссылочку нажать кнопочку и написать в WhatsApp. Вот всю запись на ремонт я веду только там. И это очень важно по двум причинам. Потому что, во-первых, когда я работаю, мне всегда неудобно говорить. А во-вторых, у меня теперь ведется лист ожидания из тех, кто хочет пригнать мотоцикл. Как вы знаете, если ко мне когда-либо обращались, работаю я по достаточно неудобной схеме. Оставляешь и ждешь, когда мы здесь в порядке общей очереди все это дело распедалим. То есть ждать можно неделю, 2, иногда 3 и даже больше. Поэтому я решил, что мне надоело каждый раз для начала рабочего дня выкатывать 5-6 мотоциклов на улицу, а вечером это все закатывать. И в общем и целом я решил, что лучше, если у человека скутер ездит или мотоцикл, то пускай он лучше ездит и в ремзоне проводит меньше времени. Это пока эксперимент, но тем не менее люди, которые записались в этот лист ожидания, уже приезжают, и там на сегодняшний день уже более 20 человек. То есть, в принципе, сейчас я уже людям говорю, вот сегодня 1 апреля, говорю достаточно точно, как я думаю, успеем ли мы до майских ими заняться. И еще одно маленькое объявление про мои отпуска на этот год. Значит, меня не будет на майские с 28 апреля и до, скорее всего, 9 мая. Сервис будет в этот период закрыт. И еще я планирую на весь июль уехать в отпуск. И сервис, скорее всего, будет работать, но, возможно, в каком-то ограниченном режиме. Про июль позже. Итак, вариатор 650 Бургмана. Очень требовательная к сервису вещь. Очень важно, чтобы у того, кто его ремонтирует, был опыт. С первого раза собрать вариатор 650 довольно сложно. Мне очень часто задают вопрос, когда же ты наконец выпустишь видео по разборке и сборке вариатора 650. А я очень много лет на этот вопрос отвечаю: никогда. И на это есть причины. Мои коллеги различные, не в единственном числе, снимали такие видео, и после того, как люди их смотрят, а люди смотрят их часто неопытные, неквалифицированные, часто порождается то, что я вам покажу чуть-чуть позже в этом видео. Девиз называется «Мы починим даже то, что вы уже отремонтировали». Конечно, да, мы тоже работаем по этой схеме. Очень сильно извиняюсь, если я сплагиатил это у кого-то. Вот. Знаю, что некоторые эту фразу применяют как девиз сервиса, но она здесь просто как нельзя, кстати, подходит. Но в этом девизе есть одна маленькая проблемка. Не все можно отремонтировать. Вернее, отремонтировать можно все. Все, что нельзя отремонтировать, можно заменить. Но вопрос стоимости ремонта итоговый. Потому что если менять все, что наломано различными рукожопыми мастерами, оно часто в итоге сравнимо со стоимостью скутера или мотоцикла целиком. И очень часто бывает такое, что ремонт действительно может потерять целесообразность. Перед покупкой скутера или мотоцикла я всегда призываю сначала подумать, где вы будете его обслуживать. Прекрасно, когда рядом есть профильный сервис, но профильные сервисы заканчиваются на Москве и Санкт-Петербурге, а куда-либо дальше отъезжаешь и их просто нет. Сейчас я вам покажу вариатор, который мне прислали снятый из города Хабаровск. И там на словах человек говорил, что вроде как надо бы поменять ремень, просто надо поставить новый ремень, а в конечном итоге прислал мне такой утиль,
на который, в общем-то, я сразу поставил крест, сказал, что ремень там самое живое, что ты мне прислал, и, в общем и целом, мы собирали ему вариатор с нуля. Естественно, это обошлось ему в кругленькую сумму, потом у него оказался мертвый датчик положения щеки, который, возможно, и был причиной всех его проблем. То есть, внутри вариатора поломок обнаружено не было. Там был износ, но ничего влияющего на то, чтобы он вот прям совсем не ехал, там не было. То есть вариатор, по сути, сломали зря. А слева и справа от меня стоят еще две 650-ки. На одной мы только собрали вариатор, а на второй, соответственно, только будем собирать. Вот эта вот 650-ка только недавно куплена. Куплена она вслепую, без осмотра. И на удивление, я сначала сказал, что пробег на приборке 30 тысяч скручен минимум в 2 раза. И у меня на то есть основания, как мертвые совсем в хлам сайлентблоки, очень сильно в масле весь корпус воздушного фильтра. То есть есть определенные вопросики, которые говорят о том, что пробег у этого скутера большой. Вскрыли мы на нем вариатор, и внезапно я не нашел следов его разбора до этого. То есть мотор явно кто-то как будто бы снимал, а вот вариатор особо, похоже, не разбирался. И самое интересное, что там изношены пластиковые шестерни, но там отличный ремень, отличные шпонки, и даже подшипники особо нареканий не вызывают. Понятно, что мы какие-то подшипники, какие-то расходники заменим. Там живая крышка и все остальное. То есть вот человек купил кота в мешке, который, честно говоря, я бы явно не рекомендовал к покупке, если бы приехал его смотреть. Но хотя бы с вариатором ему повезло. Безусловно, тут по всему скутеру есть что делать. А вот этот вот скутер покупался владельцем лет 6 назад с пробегом 6000 километров, и сейчас у него 37. И, к сожалению, ему повезло меньше, потому что здесь с вариатором был полный набор. Стопорный болт на грани проворота, крышка вариатора убитая, ее пришлось ставить втуленную, пластиковые шестерни, соответственно, здесь также пришлось менять, они сильно изношенные. Сайлентблоки двигателя мы здесь поменяли. Также мы здесь поменяли заднюю часть первичного вала, она была довольно сильно разбитая. И поставили новый ремень. Реальный ли пробег? Я не знаю, я даже не могу сказать точно, потому что скутер покупался в мотосалоне, и это было очень давно. То есть гораздо проще определить реальность пробега, который там 5-6 тысяч километров, нежели пробега, когда там разница 30 или 50. При том, что на 30 тысячах километров у одного владельца скутер может выглядеть гораздо хуже, чем на 50 тысячах километров у другого. И в техническом плане это тоже будет заметно. Если мы взглянем на ремень вариатора вот этой прекрасной 650-ки, то мы увидим удручающую картину. Ремень выглядит очень плохо. Он весь погрызенный, это не просто сколы, это уже давало бы большие вибрации, хотя владелец жаловался на вибрации только на подножке. Почему такое произошло и скручен ли пробег? Тут могут быть варианты. На самом деле, может быть, действительно пробег подкрутили, потому что и шестерни тут достаточно убитые. Но я знаю, допустим, случай, что клиент, поставив новый ремень, новый первичный вал, причем все было сделано хорошо, умудрился порвать новый ремень за 25 тысяч километров. Как такое произошло? Я, когда разобрал вариатор, увидел, что там все в порядке, только ремень порван, стал задавать ему вопросы. Меня очень интересовало, как он ездит. Оказалось, что ездит он быстро. Каждый день Новорижское шоссе и газ в пол не меньше 160. Естественно, в таких режимах ремень испытывает очень большой нагрев. И, к большому сожалению, особенно в жару, особенно если фильтр вариатора чистится не очень регулярно, он страдает от перегрева и может порваться даже на достаточно маленьком пробеге. Но в среднем ремень ходит примерно 60 тысяч, а иногда 100 и выше. Мой рекорд 120, и после этого он, кстати, еще ездил. Пройдя дальше, мы можем увидеть много других интересных и не очень железяк, только разобранных,
подготовлены к сборке и так далее, и так далее. Здесь ничего особо интересного и акцентировать на этом внимание я не буду. Тут вот под верстаком у меня всегда есть 1-2 ящика каких-нибудь запчастей от первичных валов. Когда в ящик перестает влезать, я начинаю накладывать рядом. И все это обычно служит для того, чтобы находить здесь какие-то запчасти буквально под рукой. Еще 5-6 таких ящиков у меня лежит наверху. И обычно это все бэушка. То есть, если какая-то, например, часть муфты неисправна, то бывает такое, что мы ее меняем. А еще бывает такое, что муфту мы меняем в сборе. И часто мы за старые остатки каких-то ценных запчастей делаем людям скидку. После этого деталь занимает место в этом ящике. Выглядит, конечно, это все неприглядно. Но постепенно ящик из ящика с хорошими запчастями превращается в ящик с металлоломом. А в межсезонье я все это перебираю и очень много всего выбрасываю или отдаю на восстановление. Но тут уж смотрим по целесообразности. Пройдя дальше, мы можем увидеть вариатор, который уже почти подготовлен к отправке в Хабаровск. Здесь вот у нас фильтр на него новый подготовлен, потому что там стоял какой-то самопал. Там уже все хорошо, он собран из бэушных хороших компонентов. Осталось только подобрать датчик положения щеки, потому что то, что стояло на вариаторе, который был нам прислан, вообще не жизнеспособно. Конечно же, датчик будет бэушный, а не новый, потому что новый стоит безумных денег. Мы, соответственно, каждый раз выбираем поживее из бэушки. К сожалению, ее тоже не безграничное количество. Но надо же как-то жить. Скутер 2003 года, и покупать на него по 30 с лишним тысяч датчики – это перебор. А на этом верстаке у нас лежат разнообразные испорченные запчасти, так сказать, исходника вариатора из Хабаровска, которые, в общем и целом, никуда кроме мусорки больше не годятся. И вот, допустим, это посадочное место подшипника, которое сбивали с помощью зубил и такой-то матери, это не страшно. А вот то, что там на рабочей части есть следы от катушек сварки, это гораздо хуже. Это может убить новый дорогущий ремень. Или бэушный, да какой угодно. Какая им разница, какой ремень убивать? Очень сильно меня порадовала в кавычках вот эта вот деталь с ее крепежными болтами. Она держит подшипник первичного вала маленький в крышке. И судя по тому, что она сильно кривая, ее пытались выпрямлять. И судя по вот таким вот поуродованным шляпкам болтов, люди снимали крышку, не снимая шафт-адаптеров. И это очень сильно печально. Люди просто поленились искать какие-либо съемники. Я абсолютно уверен, что они посмотрели видео, в которых там правильно или неправильно разбирается вариатор. И, собственно, сделали все равно все через одно очень сильно темное место. Есть подозрение, что они знали про болтики для располовинивания вариатора, однако не пользовались ими. Ну, например, потому что за ними надо было куда-то бежать или что-то еще, но крышка, тем не менее, оказалась вся поуродована. Я бы сказал, испоганена погаными ручками, которые надо засунуть в то самое темное место, чтобы никто их больше не видел. Крышка здесь, конечно, подразбита, но зачем ее просверлили для того, чтобы вынуть первичный вал, мне не совсем понятно. Есть куда более тривиальные методы. Это придется восстанавливать, потому что крышек тоже не сильно много. С муфтой они, очевидно, воевали долго. Но тут помог молоток. Помогла такая-то матерь, помогла дырка, просверленная в крышке. Нет, это не отверстие, это дырка. И чем они пытались выбить вал, мне тоже непонятно, потому что диаметр крышки, вернее, диаметр дырки в крышке позволяет выбить и чем-нибудь побольшего диаметра, чем забивали вот сюда. Далее я разобрал муфту и хотел увидеть хотя бы живой первичный вал. И ведь действительно он был живым до момента, пока эти деятели сюда не залезли. Смотрите, какой ужас. Это рабочая поверхность ремня. Ремень покрыт керамикой, и он должен работать по стальным шкивам, которые изуродованы таким вот образом с помощью молотка.
Хотя, может быть, это был и не молоток, может быть, это было какое-нибудь зубило. Что они вообще пытались разобрать? Это все при том, что первичный вал так и не был разобран. Мне его прислали в сборе, и не похоже, чтобы его кто-то до меня разбирал. Такая вот примерная история. Так почему же я не сниму видео, как перебирать вариатор самостоятельно? Так вот, именно потому, что люди все равно сделают по-своему, все равно сломают и испортят, и благодарности за это видео от них все равно не дождешься. Наоборот, это видео лишний раз побудит людей вот на такие вот доламывания. Я уже проходил всю эту практику, пытался давать людям советы по телефону, и, к большому сожалению, люди все равно делают по-своему, а потом ты еще и виноват. Для того, чтобы перебрать вариатор своими руками, нужно учиться не на одном вариаторе и даже не на одном десятке. Я, каюсь, совершал какие-то ошибки в первые несколько лет работы с этими вариаторами. Потом я их бывало исправлял, бывало они были не критичные. Я находил какие-то способы разборки более рациональные, анализировал какие-то поломки, думал, как их можно избежать заранее, не заранее, что можно переработать в процессе сборки, чтобы не возникало ошибок и так далее. Это сложный и долгий путь. Я в рамках своего курса по ремонту и обслуживанию с Бургмана 650 сделал видео и как снять, поставить вариатор, и как разобрать, собрать. Но видео как разобрать, собрать весьма и весьма такое поверхностное. То есть погружаться в каждую из болячек и в возможные механизмы ее решения я там не стал. И это будет отдельный курс, и еще не один, если я начну это делать. А мое мнение таково, что либо делать хорошо, либо не делать никак. Надеюсь на ваше понимание и надеюсь на то, что именно вам повезет не столкнуться с таким вот делом, которое я сейчас показывал. Надо бы сделать какой-то вывод, но я думаю, что вывода не будет. Я думаю, что вы знаете, что я вам пожелаю. Это выбирать скутеры с минимальным пробегом и самое главное, чтобы никакие рукожопы в них не лазили. Потому что сама по себе жизнь 650-кой не является большой проблемой, если у вас есть рядом где-то профильный сервис. То есть самое важное подумать о том, где вы будете ее обслуживать. Ну а дальше самое страшное — это купить мопед после какого-нибудь колхозника, потому что в таком случае вы будете вкладывать в него очень много. Если же скутер с относительно небольшим пробегом и не сильно убитый, то в принципе владение им вполне реально. Да, к сожалению, запчасти дорожают, да, к сожалению, запчасти попадают под санкции. Вот этот вот замечательный ремень вариатора теперь это довольно-таки проблематичная вещь, потому что это теперь санкционка. И напрямую из Японии в Россию такие запчасти больше не едут. То есть они едут через третьи страны сложными путями, и на цене это тоже, естественно, не отражается положительно. Кстати, вот там вот стоит еще один скутер, который к нам привезли из Воронежа. Он вот буквально следующий на очереди тоже на ремонт вариатора. Его купили в Москве. Послушали слова продавца, вот эту лапшу с ушей сняли, что там все обслужено, все сделано и все круто. Скутер доехал ровно до Воронежа, а потом первая передача. Так вот тоже, к сожалению, бывает. Вот лапшу с ушей лучше снимать до покупки скутера, а не после. Если вы не можете найти что-то на рынке российском, ну купите вы с аукциона себе скутер, ну подождите 3-4 месяца, сколько они там едут. Лучше переплатить, лучше взять живой, чем мучиться со старым и убитым, и это точно факт. Берегите свои мотоциклы, но самое главное, берегите себя. Отличного сезона!